Всем привет! Меня зовут Аня, и вы на моем рукодельном канале. По картинке в кадре, как вы уже догадались, сегодня будем вязать вот такой вот узор. Но это узор немножко разбавленный. Это не просто косы, а косы с сеточкой, что добавляет этому узору легкости. Я сейчас выбираю себе, подбираю какие-то новые узоры, и вот мне попался этот, очень понравился. Он так смотрится легко, знаете, более такой уютный для свитерков, для кардиганов, вот, для джемперов. Он очень подойдет, если использовать какую-то определенную часть, да, скажем, один раппорт узора. Можно разбавить более сложный узор вот такой вот косой с сеточкой. И вот так вот он выглядит с лицевой стороны и с изнаночной. Не будем долго останавливаться, и давайте уже поскорее начнем его вязать. И для начала разберем схему этого узора. Значит, в высоту у меня 20 раппортов, а в ширину 16 петель. И из этих 16 петель какое-то количество петель идет уже на вот эту сеточку. У нас здесь перекрещивание петель 5 на 5 идет, которые формируют косу. Далее лицевые идут петли по узору, по схеме. А с этой стороны, там где формирование сеточки идет, первая, значит, петля у нас изнаночная, вот такая черточка, это изнаночная петля, кружочки это накиды, а наклонная линия означает 2 петли вместе изнаночной. Собственно говоря, и вся схема, ничего сложного. На спице набираем количество петель кратно 16 плюс 2 кромочные. Я набрала здесь 2 раппорта и еще кусочек сетки, для того, чтобы у меня симметрично смотрелся узор с одной и с другой стороны. Но сам раппорт, он вот он, 16 петель, сеточка и коса до конца лицевых. Так, первый ряд нашего раппорта начинается. Первую петлю я снимаю кромочную, следующая изнаночная. Она всегда будет изнаночной провязываться. Далее накид. Далее 2 петли вместе изнаночной. Далее снова накид. Снова 2 вместе изнаночной. У нас будет 2 накида по сеточке идти и 2 вместе после накидов провязываться 2 вместе изнаночной. И завершаем просто изнаночной петлей сеточку. Далее в первом ряду идет перекрещивание петель, формирование косы. Первые 5 петель я снимаю на дополнительную спицу. 5 сняла, 5 провязываю лицевой. Раппорт узора у нас закончился первого ряда. Далее я продолжаю вязать снова с первой петли раппорта, снова повторяю те же самые действия. Изнаночная петля, накид, 2 вместе изнаночной, снова накид, снова 2 вместе изнаночной. И последняя изнаночная. Опять я буду перекрещивать петли. Снимаю 5 петель, оставляю спицу перед работой. Далее провязываю 5 лицевых.
Далее провязываем, перевожу так нитку и провязываю 5 петель с дополнительной спицы лицевой. Все провязываем лицевой. Готово. Теперь заканчиваем наш уже узор. Изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, снова накид, снова 2 вместе изнаночной, последняя изнаночная и кромочная тоже изнаночной. Второй ряд вяжется по рисунку нашего полотна. Там, где лицевые, провязываем лицевой, там, где изнаночная, изнаночной, а накиды провязываем изнаночной. Так, лицевая у нас здесь была. Далее снова лицевая, изнаночная, лицевая, накид изнаночной, лицевая, дальше 10 изнаночных, все, раппорт узора закончился, дальше повторяются все те же действия. Лицевая, лицевая, изнаночная. Третий ряд. Снимаем кромочную, далее идет изнаночная. Теперь у нас будет 2 петли вместе изнаночной. Поскольку сеточка идет в шахматном порядке. Теперь накид. Снова 2 петли вместе изнаночной. Накид и изнаночная. Далее лицевые петли, там где косичка, 10 лицевых. Десять лицевых провязали, все, у нас раппорт узора закончился. Далее повторяйте все то же самое до конца ряда. Четвертый ряд вяжем по узору, кромочную снимаем, далее лицевая, далее еще раз лицевая, затем изнаночная, лицевая, лицевая и 10 изнаночных. Раппорт четвертого ряда закончен. Продолжаем. Теперь у нас пятый ряд. Кромочную снимаем, далее изнаночная, далее накид, далее 2 вместе изнаночных, изнаночной, 2 вместе петли изнаночной, снова накид, снова 2 вместе изнаночной и изнаночная петля. Далее 10 лицевых.
Раппорт 5-го ряда закончен. 6-й ряд. Первую кромочную снимаем, далее лицевая, далее снова лицевая, изнаночная, снова лицевая, изнаночная и лицевая, и 10 изнаночных. Шестой ряд закончен. Далее вы уже поняли, что повторяйте все по узору, и раппорт у вас повторяется. 7-й ряд. Кромочную снимаем, далее изнаночная, далее 2 вместе изнаночной, накид, снова 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная, 10 лицевых. До конца ряда далее продолжайте сами. Раппорт будет повторяться, начиная с первой петли. Перевернули вязание, 8-й ряд. Как вы поняли, мы уже изнаночные ряды из ряда в ряд повторяем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая и 10 изнаночных. Ничего здесь сложного нет в этой схеме, но, как видите, она красиво смотрится. Можно взять всего лишь один раппорт этой схемы, и у вас будет уже красивый узор. То есть берете, вот, допустим, один раппорт, да, и используете. Все, до конца ряда можно продолжать без меня. Я заканчиваю ряд и возвращаюсь к вам. Девятый ряд. Кромочную снимаю, изнаночная, далее накид, 2 вместе изнаночной, снова накид, снова 2 вместе изнаночной и изнаночная, 10 лицевых. Далее продолжаете по узору без меня. 10 изнаночный ряд. Все то же самое. Лицевая, 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 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 10 изнаночных. И так до конца ряда смотрите по петлям, как они лежат, так и провязываете. Накиды провязываете изнаночной.
11 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, далее 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная и 10 петель лицевой. Здесь можно не считать, а все и так видно, да, где коса начинается и где заканчивается. Все, раппорт провязали 10-11 ряда. Повернули работу, 12 ряд, кромочную снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая и 10 изнаночных. Тринадцатый ряд, лицевая, изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, накид, снова 2 вместе изнаночной, изнаночная и 10 лицевой. 14 ряд, кромочную снимаем, далее лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 10 изнаночных до конца косички. До конца ряда можете продолжать сами. 15 ряд, кромочную снимаем, изнаночная, далее 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная и 10 лицевых. Шестнадцатый ряд, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая и 10 изнаночных. Семнадцатый ряд, кромочную снимаем, изнаночная, далее накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, изнаночная и 10 лицевых. Восемнадцатый ряд, кромочную снимаю, лицевая, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 10 изнаночных.
И идем до конца ряда. Повторять, начиная с первой петли. Переворачиваем вязание. 19 ряд. Изнаночная, 2 петли вместе изнаночной, накид, снова 2 вместе изнаночной, накид, изнаночная и 10 лицевых. Так до конца ряда. Все, последний 20 ряд нашего раппорта провязываем по узору: лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, лицевая, 10 изнаночных, и так идем до конца ряда. Вот и все, провязали мы 20 рядов вверх нашего раппорта. Теперь начинает повторяться узор с первого ряда. То есть снова здесь у нас будет перекрещивание, коса пошла, и вот так вот так далее идете вверх вязать. Как видите, узор достаточно монотонный, он повторяется постоянно. Единственное, что в шахматном порядке чередуется сеточка. Больше здесь ничего нет такого необычного и сложного. Пробуйте, вяжите, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь вязать что-то новенькое, получать какие-то новые знания. Я с вами на этом прощаюсь и до новых встреч. Пока-пока.